Несколько дней назад в Красноярске в автобус зашел мужчина, плохо говорящий по-русски, который в ответ на просьбу оплатить проезд начал проявлять агрессию. Помимо этого, он высказал массу оскорблений и угроз в адрес пассажиров и кондуктора. Один из находящихся в автобусе мужчин снял конфликт на камеру. Проезд он так и не оплатил, но сейчас дерзкий уроженец Таджикистана извиняется перед всей русской нацией. Жители города-миллионника столкнулись с очередным неадекватным поведением приезжего, который слишком бурно отреагировал на замечание другого пассажира. Выходец из Средней Азии с темным прошлым стал героем очередного ролика о том, как приезжие порой ведут себя в России, проявляя неуважение к коренным жителям. Ранним утром иностранный специалист попал в поле зрения из-за нежелания платить за проезд в красноярском автобусе номер 95. Все происходило около 9 утра. Неизвестно, ехал ли он на работу или еще по каким-то делам, тем не менее, денег на билет у него якобы не нашлось. Как рассказали очевидцы, на остановке Крастец в салон автобуса зашел мужчина, который обратил внимание на жалобы кондуктора и сказал мигранту, что нужно заплатить за проезд. Иностранец сначала пытался игнорировать замечание и даже попытался притвориться глухонемым. Но когда мужчина вытащил телефон и начал его снимать, случилось чудо. Безбилетник вдруг начал слышать и разговаривать. Из его уст понеслись отборные маты и угрозы, причем на русском языке. Он называл всех вокруг свиньями и пускал в ход руки и ноги. Обошлось без пострадавших только потому, что в автобусе было несколько крепких мужчин, которые его держали до момента, пока он не сбежал на остановке. Когда видеозапись попала в поле зрения правоохранительных органов, полицейские организовали проверку, установили личность мужчины и задержали его. В задержании приняли участие сотрудники ФСБ и Росгвардии. Задержанным оказался уроженец Таджикистана 98-го года рождения. Ну и, конечно же, когда вокруг оказались не бабушки и дети, а настоящие мужчины в форме, риторика специалиста из Таджикистана резко изменилась. Иностранного специалиста зовут Юлдашев Михрулло Хурматуллоевич, он гражданин Таджикистана. В апреле этого года суд признал его виновным по статье 158 УК «Кража» и приговорил к 1,5 годам лишения свободы, условно назначив административный надзор. На территории России он находится незаконно, работает на стройках. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 282 УК РФ «Возбуждение вражды и унижение достоинства». Конечно же, когда на горизонте замаячила реальная перспектива уголовного дела, его пыл подугас, и он выкатил мощную порцию показанных извинений. Вот что он сказал в полицейском участке: «Я вину признаю. Больше так не повторяется никогда в жизни. Всю русскую нацию прошу прощения. Извини, прошу прощения. Больше так не повторяется». После того, как видео с мигрантом и его поведением в автобусе попало в сеть, жители Красноярска начали узнавать в нем мужчину, который представлялся Русланом и регулярно домогался несовершеннолетних. В сеть тут же выложили видео, на котором тот самый глухонемой пассажир в каком-то странном состоянии сознания, лежа в кровати с голым торсом, общается с предположительно несовершеннолетней, рассказывая пошлости. При этом на сегодняшний день на территории России он находится незаконно. Этой историей заинтересовался Следственный комитет. В социальных сетях сообщается, что в маршрутном автобусе в городе Красноярске иностранный гражданин на просьбу пассажиров оплатить проезд возмутился и начал выражаться нецензурными словами, а также угрожать применением насилия. Сообщается, что следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по данному факту проводится проверка. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремину доложить о ходе и результатах проводимой проверки. К извинениям инородцев люди давно уже не относятся серьезно. Вот лишь один из множества подобных комментариев. Извинения должны быть из зала суда, после вынесения приговора, а все остальное похоже на цирк. Они уже и мамой клянутся, и Аллахом, и все равно попадаются на одном и том же. Сажать и выгонять. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!